Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание и поговорим о том, обо что надо постучать, чтобы вас не сгладили. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Откуда появилась вообще примета, что стучать по дереву, чтобы вас не сглазили? И вы знаете, многие из суеверий, традиций своими корнями уходят в старину. Это касается и данной народной приметы. Так как растения и деревья окружают нас повсюду, и без них наша жизнь была бы невозможной. Конечно же, существует множество разных преданий, которые связаны именно с ними. К примеру, многих суеверных людей интересует, а какое дерево надо стучать, или для этого подойдет любая деревяшка. Вы знаете, согласно народным поверьям, все деревья и растения живые, и они обладают своей энергетикой. Поэтому в доме можно держать одним цветы, а другим противопоказаны другие. Вы знаете, народная примета гласит, чтобы человека не сглазили, то надо постучать по дереву. И желательно, чтобы именно это был дуб. Ведь эти могучие деревья могут стоять столетиями. Некоторым дубам исполнилось по 300 лет и больше, и они находятся в прекрасном состоянии. А посему неизвестно, сколько еще простоят. И неудивительно, что дерево может как отдавать, так и забирать энергию. И с этим связана другая примета. Деньги, соль и сахар не берут из рук в руки, а сначала предмет кладут на деревянную поверхность. Все это проделывается для того, чтобы дерево на себя притянуло всю негативную энергию. И поэтому по нему можно постучать или достаточно просто дотронуться, чтобы человека не сглазили. И вы знаете, согласно определенным поверьям у определенных народов, дуб считается очень почитаемым деревом, и из него изготавливают для себя амулеты от многих напастей. И говорят, если обнять дуб, то возраст которого насчитывает уже более 300 лет, то можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Также ходит молва, что эти великаны обладают большой силой, и человек может ее черпать. Также есть одна легенда и о соловье, который перестал петь, потому что его мучила жара, и он нигде не мог спрятаться от палящих солнечных лучей. А жил певун в прекрасном саду и был у всех любимцем за свой красивый голос. И лишь одно дерево в самом сердце сада отбрасывало достаточно тени, и оно буйно разрослось своими зелеными кронами, и у его могучего ствола веяло прохладой. Соловей кинулся под это дерево, там ему стало легче, и он снова запел. А когда певчая птаха спрашивала у других птиц, чьи пышные кроны спасли и защитили его от солнечного удара, ему рассказали, что это самое старое дерево в саду, а называется оно дубом. Поэтому дубы, эти благословенные деревья, могут расти столетиями. Вполне возможно, что именно под дубом уснула Алиса Льюиса Керрола, которая во сне побывала в стране чудес, куда ее привела погоня за белым кроликом. Амулеты из дуба брали всегда с собой в дальнюю дорогу наши предки, чтобы ничего не бояться и черпать от дерева своей силы. Они также защищали воинов и в бою. Это коснулось и христианства, с приходом которого из дубовой коры стали вырезать крестики. Потом их святили в церкви, и они служили достаточно сильным оберегом. По другим поверьям стучать надо, чтобы не сглазили по березе. Ее еще называют ведьминым деревом. А то, что она обладает магической силой, в это нетрудно поверить после многих случаев и известных историй.
Говорят, что ведьмы многие свои ритуалы проводят под кронами берез и питаются энергией деревьев и в свою очередь передают им свои магические силы. Поэтому наши предки не сажали березы возле своих срубов и сами их задействовали во многих ритуалах. Например, на Троицу принято было гадать на березовых ветках, и их святили и держали как оберег от нечистой силы. Также наши предки украшали цветами свои дома. Почему? Потому что они создавали уют и комфортную атмосферу в доме. Как говорится, без них никак. Но прежде чем украсить свою обитель тем или иным растением, лучше разобраться с приметами, которые с ними связаны. В Китае и Японии, к примеру, к выбору домашних цветков относятся очень тщательно. И каждый цветок несет какие-то свои возложенные на него функции. Поэтому приметы говорят, что если в доме гибнут растения, значит аура такого дома наполнена негативом, от которого надо избавляться, чтобы не нажить себе проблем. Если цветок начал неожиданно цвести, это считается достаточно хорошим знаком и именно благословением свыше в каких-то надежных делах. И, друзья, что же делать, когда вас пытаются сгладить или когда вы рассказываете какую-то свою историю и боитесь, чтобы вас не сглазили? Каждый из нас стучит, конечно же, по дереву. При этом, вне зависимости, какое это дерево, это дуб, береза или это акация, без разницы. Главное, что когда мы с вами рассказываем и делимся какой-то информацией, каждый из нас переживает за то, чтобы то, что он говорит или делает, не сглазили, не привели к сглазу. Поэтому всегда, когда вы что-либо рассказываете, с кем-то делитесь какой-либо информацией, обязательно 3 раза постучите по дереву. И тогда вы таким образом на дерево переходит тот негатив, те негативные ощущения, эмоции, которые были у кого-то из героев той или иной беседы. Это, друзья, очень важно, и именно это вроде, казалось бы, народная примета, об какое дерево надо постучать, чтобы вас не сглазили, да, можете постучать об любое, ствол любого дерева. Главное, что вы делали это искренне, с любовью и с пониманием. И мы всем, конечно же, желаем, что в вашей жизни было поменьше людей, которые вам завидуют, которые стремятся что-то вам сделать плохое, нагадить вам. Потому что наш мир, он сейчас достаточно жестокий, он сейчас достаточно злой. И каждый человек старается нажиться на другом человеке по разным причинам и по разным ситуациям. Поэтому давайте вместе с вами мы будем нести любовь, гармонию и благополучие в эту прекрасную и солнечную жизнь.